Сегодня темой нашего выпуска станет сердечный приступ и методика оказания первой доврачебной помощи и самопомощи при развитии этого грозного состояния. Здравствуйте, мои хорошие! К большому сожалению, в наше время сердечные приступы молодеют. Если еще в начале века они были прерогативой бабушек и дедушек, сейчас проблемы с сердцем не обходят стороной даже 20-летних. Начиная разговор о сердечном приступе, стоит отметить, что в основе данного патологического состояния лежит острая недостаточность кровоснабжения сердечной мышцы с последующим развитием отмирания участка этой мышцы, возникающее на фоне инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и даже приступа стенокардии. Но несмотря на то, что причины развития этого состояния могут отличаться, первая помощь зачастую будет идентичной. Чтобы оказать правильную и особенно своевременную помощь в тот момент, когда для спасения человеческой жизни важна каждая секунда, крайне необходимо вовремя распознать симптомы сердечного приступа. Возникает сердечный приступ обычно неожиданно и может незамеченным продолжаться в течение часа и дольше, что особенно опасно. Одним из главных симптомов, на которые стоит обратить внимание, является чувство дискомфорта в области грудины. Больной может описывать это как тяжесть, давление, онемение, сжимание, жжение или боль, которая зачастую отдает в левую часть туловища, плечо, руку, шею, спину, желудок, а иногда и в нижнюю челюсть. Следующий характерный для сердечного приступа симптом – одышка, когда дыхание становится частым, поверхностным, сопровождается возникновением чувства удушья, нехватки воздуха. Также стоит обратить внимание на кожные покровы. Их цвет во время приступа становится резко бледным. На поверхность обильно проступает холодный липкий пот. Кроме описанных выше 3 основных симптомов, сердечный приступ может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой, сильной слабостью, нарушением сердечного ритма, повышенным чувством тревоги. На неполадки в сердце человеческий мозг отвечает экстренно, вызывая выброс гормонов стресса, который и провоцирует приступ страха. Что же следует делать, если, не дай бог, у вас или находящегося с вами рядом человека развиваются симптомы сердечного приступа? Чаще всего это грозное состояние наступает в утренние часы, поэтому утром будьте внимательней к себе и близким. При возникновении подозрения на развивающийся приступ постарайтесь не поддаваться панике. Как можно скорее вызывайте бригаду скорой помощи. Причем при вызове бригады важно указать замеченную симптоматику, чтобы диспетчер мог определить, каких именно специалистов следует вызвать. До приезда бригады скорой помощи очень важно осуществить ряд мероприятий, направленных на стабилизацию состояния больного. Пострадавшему следует лечь, подложив под голову подушку, а лучше занять комфортное полусидячее положение. Это обеспечит значительное снижение нагрузки на сердце и перемещение некоторых объемов крови не к сердцу, а к ногам. Больному следует ослабить ремень, расстегнуть воротник, снять украшения, тесную одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Открыть форточку или окно, включить кондиционер. Постараться расслабиться. Чтобы максимально насытить кислородом кровь и сердце, дыхание должно быть медленным и глубоким. Для успокоения можно использовать седативные средства, настойку пустырника, валериану. Также следует принять таблетку аспирина, тщательно разжевав ее в течение 30 секунд. Это замедлит процесс формирования кровяных сгустков в крови, и с целью понижения давления и снятия болевого симптома положить под язык, а не глотать, полмиллиграмма нитроглицерина. Если это спрей, то брызнуть 1 дозу спрея. Если не помогло, то через 5 минут, спрей через 3 минуты. Можно принять и еще 1 таблетку. Если снова не помогло, то еще 1 через 5 минут. В это время нужно следить за артериальным давлением, чтобы оно не падало ниже 90 на 60 мм ртутного столба.
Приняв нитроглицерин, нельзя вставать. Возможно резкое снижение давления и, как следствие, возникновение сильного головокружения. При отсутствии сознания, дыхания и пульса больного следует положить на пол и незамедлительно приступить к реанимационным мероприятиям, непрямому массажу сердца и искусственному дыханию. Категорически запрещается подвергать организм любым физическим нагрузкам, даже вставать и ходить. Принимать пищу, кофе, алкоголь, чужие сердечные препараты, курить. Принимать аспирин в случае его непереносимости или обострения язвенной болезни. Принимать нитроглицерин при низком артериальном давлении крови, остром нарушении зрения, речи или координации движений. Отдельно хочется остановиться на опасном мифе, который уже довольно давно путешествует по просторам всемирной паутины, а связан он с советом кашлять определенным образом, чтобы пережить сердечный приступ. Делать этого ни в коем случае нельзя. Дело в том, что довольно затруднительно определить без постоянного наблюдения и специального оборудования, следствием какого сердечно-сосудистого заболевания выступает сердечный приступ. Если отправляющей точкой для него служит инфаркт, то напряженный кашель только усугубит ситуацию. В данном случае опасны любые, даже малейшие нагрузки на организм. Уже в ходе создания этого выпуска пришла интересная информация из мира научной медицины. Ученые разработали уникальный сканер, позволяющий определить наступление сердечного приступа в течение 3 минут. Сканер работает от батареек, позволяя врачам быстро и эффективно определить причины боли в груди. Устройство осуществляет магнитную кардиографию, которую впервые стали применять еще в 70-х годах прошлого века для фиксирования наличия болезни сердца. Сканер состоит из миниатюрных магнитных датчиков, которые записывают малейшие изменения в магнитном поле, если с сердечной мышцей существуют какие-либо проблемы. Габариты устройства весьма небольшие, а результаты сканирования передаются напрямую на компьютер. И традиционно, подводя итог сегодняшней беседы, хочется сказать: берегите себя и близких, не болейте. Подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте нажать на колокольчик в углу экрана, чтобы вовремя узнавать о выходе новых выпусков. Заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где вы каждый день можете найти много нескучных и полезных новостей из мира здоровья и медицины. Ставьте пальчики вверх. Здоровья вам!